Покер — это не игра по сбору комбинаций, а интеллектуальное противостояние умов, характеров и эго. Последнее часто мешает принимать одно из самых прибыльных решений в покере – речь о фолде. Да-да, все верно. Пас сохраняет не меньше фишек, чем игроки зарабатывают ставками. Но когда стоит уравнять, а когда выбросить? В каждой ситуации нужно учитывать много факторов. В очередном выпуске «Call или Pass» мы рассмотрим подборку раздач со сложными или не очень решениями, когда соперник делает ставку или рейс. Пишите в комментариях, как бы вы поступили на месте героев. Подпишитесь на Академию покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Начинаем с казино Хаслер. Типичная раздача. Гастон на баттоне открывается с разномастными пятеркой и четверкой. Бритни с неизвестной рукой калирует. Ник Эйрбол обнаруживает у себя Биг Слик и объявляет 3-бет. А дальше происходит веселье. Агрессор Гастон выбрасывает, а вот девушка решает закалировать. Этим она вызывает негодование Ника. «Просто выбрось», — говорит он, но китаянка непреклонна. Стоит ли говорить, что это очень слабая игра? Кол с настолько капнутым диапазоном, в котором, по сути, одни карманки и коннекторы – большая ошибка. Впрочем, это дело Бритни. Король на доске. Топ-пара у Эйрбола. Однако две карты червовой масти и близкие номиналы, шестерка и четверка, весьма опасны. Ник должен защищать эквити ставкой. Он делает бет в $5000. Можно было и покрупнее. У соперницы ведь есть с чем платить. Бритни уравнивает. Спарка на доске. Чек. Ник ставит 15 тысяч и получает рейс до 35 тысяч. Так называемый плоскач. То есть небольшое повышение. Правда, с учетом эффективных стеков, больше в данный момент и не требуется. Если Ник калирует, возможный all-in на ривере от Бритни будет по размеру меньше, чем получившийся банк. Но дойдет ли до этого? Ник калирует. Очевидно, он не может выбросить топ-пару с топовым кикером. Тем более, что девушка рейзила не только в спарку, но и во второе открывшийся флеш-дро, то есть у нее могут быть пиковые стартеры. Ривер. Коварная пиковая дама, которая явно не радует Эйрбола. Тем более, что Бритни сразу же идет ва-банк, а чтобы соперник не прочел ее, отворачивается к нему спиной. Итак, call или pass? Пишите в комментариях. Он должен спросить себя, а что я, собственно, бью? Дело в том, что Бритни очень прямолинейный игрок. Многие зрители считают ее самой скучной в трансляциях Хаслер. Однако ее неизменно приглашают в шоу, поскольку девушка в очень хороших отношениях с небезызвестным генератором экшеном Питером. Сам Эйрбол ее прекрасно знает, так как провел в ее компании сотни часов игры. И хотя кажется, что Ник терзается сомнениями, он наверняка уже знает, что должен выбросить. Да, Эйрбол совершал и более безумные колы. Но в этот раз он не желает дарить сопернице лишние 80 тысяч. Фолд. Ну а у Бритни шестерка, то есть на флопе она купила себе трипс. Не самая лучшая игра на префлопе привела к победе. Лишнее напоминание, что в покере результат отдельной раздачи может быть любым, и делать выводы о качестве игры по нему не стоит. В другом нашем видео мы рассматриваем самые невероятные ситуации на ривере, в которых героям пришлось мобилизировать все свои покерные качества. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Итак, снова Хаслер. Раздачу начинает Питер на ранней позиции с разномастными дамой и валетом. На лоу-джеке Биг Майк объявляет 3-бет. На хай-джеке в холодную калирует Сэм Кики по прозвищу Сеньор Тильт с тузом и валетом. Питер также уравнивает. Он попадает в топ-пару. Кикер не лучший, но в лузовых диапазонах и не самый слабый. Биг Майк ставит конт-бет в $6000. Довольно плотно, более половины банка. Кики выбрасывает, Питер калирует. Терн. Восьмерка, которая сильно координирует борт. Причем технически доска теперь больше подходит Коллеру, то есть Питеру. Хитрый китаец это явно понимает и делает донк-бет в 12 тысяч. Нестандартные решения, но довольно изобретательные. Так он пытается, во-первых, сбить соперника с толку, во-вторых, посмотреть ривер за свою небольшую цену. Ведь рейзить префлоп агрессор в такой борт не должен, верно?
Не тут-то было. Диапазоны диапазонами, как говорит Биг Майк, а у меня нац. Он рейзит до 30 тысяч в чужую текстуру, видимо, не опасаясь получить пуш. Питер вряд ли доволен происходящим, но выбросить топ-пару не решается. И это при том, что у него пиковый валет, который уменьшает количество флеш-дро в спектре блефа. Десятка пик закрывает возможные флеши. Но повторимся, Питер имеет неплохой блокер к этому типу комбинаций. То есть соперник, если и поставит, то далеко не только с флешами. И тот ставит, причем очень плотно, 3/4 банка. Ох, не привык Питер быть в роли обороняющегося. Обычно это он ставит соперников перед непростым выбором. Что же ему делать? Кол или пас? Очевидно, его рука блеф-кетчер, который бьет только блефы. А есть ли таковые у Биг Майка? Это малоизвестный игрок, однако за пару эпизодов Хаслер он проявил себя как довольно крепкий регуляр с хорошей покерной логикой. Это значит, что строить диапазоны он умеет и делает это весьма неплохо. То есть блефы на столь скоординированной текстуре у него точно есть, в том числе с шестеркой и семеркой, имитирующими стриты стерна. И все же доска слишком опасна, и Питер не решается вскрыть. Фолд. На самом деле решение в такой ситуации сильно зависит от типа оппонента и его склонности к блефам. Вероятно, Питер пока просто не составил себе мнение о Биг Майке. Уж кто-кто, а Питер ищет любую возможность не сдаваться и идти до конца. Но самое смешное, что в следующий раз Питеру придется еще сложнее, потому как соперник показывает блеф, и блеф, стоит признать, отменный. У него туз 6, причем туз пиковой масти. Два идеальных блокера к топовому флешу и стриту через шестерку. Прекрасная рука. Если бы Биг Майк отказался от доп. Блефа, можно было бы назвать его любителем. Но он доказал, что является хорошим покеристом и пошел в атаку на одного из самых неуступчивых оппонентов в казино. Браво! Переносимся на солнечный Кипр, точку притяжения для регуляров из стран СНГ. Однако на этот раз нас интересует не какой-то из турниров очередного хай-роллерского фестиваля. Мы посмотрим на одну из раздач хедзапа между Даниэлем Кейтсом и Оси Кетолой. Да, именно на Кипре Финн стартовал свою безумную серию хедзапов против профессионалов. И именно Джанглмену он бросил вызов раньше, чем другим топам. Итак, четвертый матч. Оси удалось вырвать победу лишь в одном из прошедших трех. Но Кейтс далеко впереди по суммарному выигрышу. Новую партию участники стартовали с невероятными стеками. Они накупили фишек на $5 миллионов каждый. Правда, сейчас у Кетолы остались лишь 3 миллиона. Остальные перекочевали в аккуратные стопки Кейтса. Даниэль на позиции дилера открывается оупен-рейзом $125 тысяч с неизвестной рукой. У монарха одномастные туз и 8. С этим стартером он свободен выбирать любую опцию, кроме фолда. Финн решает действовать агрессивно и объявляет 3-бет. Джанглмен без раздумий уравнивает. Оси попадает в топ-пару. Правда, кикер, мягко говоря, не лучший, да еще борт, хотя и дает преимущество его диапазону, довольно опасный. Монарх не решается на конт-бет и чекает, а вот Кейтс мгновенно ставит 400 тысяч, почти половину пота. Естественно, выбросить топ-пару в широченных диапазонах хедзапа было бы преступлением. Оси уравнивает, однако его рука, по сути, перешла в статус блеф-кетчера, но блеф-кетчера достойного. У американца масса рук для блефа. Кол. Девятка еще сильнее координирует борт под стриты, но флеши не закрывает. Оси чекает. Кейтс ставит $700 тысяч. Опять чуть меньше полупота. Финн снова калирует. Семерка не в масть к флеш-дро. Да и на стриты она влияет не сильно, так как стриты через валет 8 и без нее уже сложились еще на терне. Правда, у Кетолы блокер 8. Но в целом его топ-пара остается тем же блеф-кетчером, который способен побить, по сути, только блефы, при условии, что Кейтс продолжает атаку. И тот, естественно, продолжает, причем плотной ставкой $1 800 000, покрывая как раз весь оставшийся стек Финна. То есть, если Оси уравнивает и проигрывает, матч завершается его поражением. Итак, кол или пас? Пишите ваши варианты. Что вообще может быть у Кейтса? Да что угодно. Доперы, сеты, стриты. Это все value. А есть ли у него блефы? Еще бы. Это же Джанглмен. Один из топовых представителей поколения покерного бума, который до сих пор находится на вершине индустрии. Уж он-то умеет и строить диапазоны, и использовать блокеры. И уж тем более умеет блефовать. Что у него может быть в спектре блефа?
любые руки с блокерами на стрит, с валетами и королями. Ну и, естественно, огромное количество флеш-дро, которым не суждено было доехать. Оси должен решить для себя, чего у джанглмена больше – value или блефов. Он долго думает, но решает не рисковать и выбирает пас. Он просит Кейтса показать руку, но тот говорит: «Нет, ты точно не хочешь ее видеть, поверь». А вот мы видим, и это как раз блеф, причем с очень низким флеш-дро, 5 и 3. То есть Даниэль доблефовывал ривер вообще без блокеров. Смело, безумно, рискованно, но прием сработал. А что Китола? Мог ли он калировать и допустил ли он ошибку? Здесь обвинять любителя не стоит. Все же уравнять с блеф-кетчером на суперскоординированной доске, когда в тебя прилетает ставка почти в $2 миллиона, не так просто. Так что он мог закалировать, но фолд явно не ошибка. Продолжение темы рекомендуем к просмотру разбор 10 раздач, в которых покеристам очень повезло. Уже на канале. Впрочем, пара соперников Китола Кейтс отметилась не только хедзапом. Они с удовольствием делили стол с другими участниками, решившими развлечься игрой в кэш. Конечно, не на таких высоких ставках, как в хедзапе. Большой блайнд стоит всего-то $1000. Раздачу начинает Китола с неизвестной рукой. Он открывается с ранней позиции. Следом за ним сидит Кейтс с одномастными коннекторами 10-9. Кол. На кат-оффе с разномастными 7 и 2 калирует Йо Вирал. По соглашению покеристов при победе с этой рукой полагается дополнительный бонус. Наконец, на баттоне Илья Булычев с одномастными валетом и 10. Также кол. На большом блайнде Лерджет. Кол с одномастными тузом и 2. На флопе у Кейтса мощнейшее из дро. Комбо. Это значит, рука претендует одновременно на флеш и на стрит. Но в целом борт хорошо подходит при флоп-агрессору. Оси ставит $25 000. Полпота. В мультипоте на 5 участников это очень сильно. С большинством рук следовало бы действовать от под-контроля. Так что ставка говорит о силе. Джанглмен калирует. Естественно, будь они 1 на 1, можно было бы и рейзить, но сейчас выгоднее оставить в раздаче других оппонентов. Впрочем, те не решаются продолжать и фолдят. 4. Бланк. Китола продолжает ставкой в 45 000, чуть менее полупота. Сейчас мотивации рейзить у Кейтса уже нет. Комбо-дро — это хорошо, но калировать с ним вероятный пуш от агрессора, который изображает что-то мощное, такая себе идея. Кол. Дама в масть на ривере. У Даниэля абсолютный нац, стрит-флэш. Китола почти мгновенно ставит all-in. Итак, кол или пас? Естественно, это шутка. Альтернатив у джанглмена нет. Он тут же уравнивает. Выражение его лица, когда он видит руку Кейтса, говорит о многом. Но что же у него самого? Карманные тройки. Безумный блеф в мультипоте в 3 барреля на доске, закрывший все возможные стриты и флеши. Более нелепую руку в этой линии сложно себе представить. Собственно, в этом и заключается разница между хитрым и хорошо подкованным в теории профессионалом Кейтсом и любителем Китолой. Американец банально намного лучше понимает, что делает, в то время как финн действует, что называется, от сердца. Уж если он решил блефовать в 3 барреля, то его совершенно не волнуют какие-то там выходящие на терн и ривер карты. Ужасная игра. Но и отменное везение джанглмена никто не отменял. Без доезда он вполне мог бы выбросить руку без шоу-даун value. Только вот тогда это был бы не блеф, ведь пара троек побила бы 10 хай. На этом все. Пишите, сколько решений вы угадали. Возможно, кто-то посоветовал Кейтсу сбросить стрит-флэш. И смотрите прошлый выпуск «Кол или пас». Сможете прочитать оппонентов в этих раздачах. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!